Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку сделок, которые перешли в определенный статус из AMO в сервис GetCourse. Это нужно, чтобы передавать сделки по статусу из AMO в другие системы. Например, в GetCourse работать со сделками из AMO, которые перешли в статус «Заказ оплачен». А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных AMO. На этом этапе вам необходимо выбрать действие. Если вы хотите получать данные по сделкам, которые перешли в определенный статус, выбираем действие «Загрузить сделки по статусу новые». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт AMO CRM к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать логин и пароль личного кабинета AMO. Далее необходимо предоставить доступ Apex Drive на работу с вашим аккаунтом AMO. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». Теперь вам необходимо выбрать воронку и статус, при переходе в который сделка будет передаваться в GetCourse. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные по одной из сделок, которая находится в выбранном статусе. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка приема данных AMO CRM успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем GetCourse. Далее необходимо выбрать действие. Для того, чтобы создавать новые сделки, выбираем действие «Отправка сделок». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт GetCourse к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать домен и ключ API. Чтобы получить домен, переходим в личный кабинет GetCourse. В адресной строке копируем доменное имя без дополнительных символов. Для того, чтобы получить ключ API, вам необходимо перейти по ссылке. Ее пример находится в нашей справке. Ссылка на справку также будет в описании к этому ролику. Вместо «Ваш аккаунт» вам необходимо прописать ваше доменное имя GetCourse. В этом разделе вам необходимо скопировать API-ключ и вставить его в соответствующее поле в системе Apex Drive. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поля GetCourse для создания сделки. В эти поля вы можете передавать переменные из AMO CRM. Для того, чтобы добавить переменную в поле, кликните в него и выберите переменную из выпадающего списка. Обратите внимание, поле «Фамилия» является обязательным для создания новой сделки. Если у вас нет в AMO CRM отдельного значения и вам нечего назначить в это поле, вы можете прописать это значение вручную. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в GetCourse в качестве сделки при переходе сделки в AMO CRM в определенный статус. Если вас что-то не устраивает,
кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в GetCourse». После успешной отправки переходим в GetCourse и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных GetCourse успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!